Всем привет, меня зовут Веруша, и это видео я бы хотела начать с улыбки. И также хотела бы, чтобы вы улыбались, по крайней мере сегодня. В этом видео я буду рассуждать на тему, нужно ли улыбаться как на Западе, вот этими якобы лицемерными улыбками, или продолжать ходить с угрюмым взглядом, как у нас принято в России. Я работала 8 лет с иностранцами, поэтому дальше в видео я буду рассказывать парочку случаев по поводу вот этих улыбок. Вообще улыбка — это чудотворное средство, которое может вылечить от депрессии, от плохого настроения. Вот есть две большие разницы. Человек встает угрюмый с утра, с плохим настроением и идет на работу. И есть такие люди, которые, помимо того, что они сами себе портят настроение, они еще и окружающим его портят. У меня на работе была такая девочка, она никогда не была веселой. Она всегда к нам приходила и всегда была вот с таким вот негативным настроением и с таким же выражением лица. И все время в воздухе витало вот как магнитные бури какие-то. Я все время ощущала. И буквально недавно, я на работе уже 8 лет не работаю, это где была эта девочка, я ее совершенно случайно увидела. Мы встретились в косметическом магазине, и она абсолютно такая же. Она не улыбалась, она жаловалась на все и говорила, как все плохо. И я подумала, не меняются люди. Так вот, и есть второй вариант, когда вы встаете с позитивом, с улыбкой, вы заряжаете сами себя изначально на хороший день, и вы заряжаете еще и окружающих, потому что гораздо приятнее встречать улыбку. Верно же, вот от людей. Вот есть две большие разницы. Вот я сейчас смотрю на вас, и вот я вот такая хмурая, какая-то вся такая в проблемах, в своей иду. Даже если девушка прекрасна внешне, она может эту прекрасную внешность испортить вот таким вот хмурым выражением лица. Или вот еще девушки есть, которые можно встретить такой вот пафосный какой-то взгляд. Там вообще не подъедешь, там стена просто. Там намека на улыбку вообще даже просто можно не ждать. И вот это вот две большие разницы. И улыбка, она делает человека привлекательнее. Она делает человека более открытым. Вот на Западе принято улыбаться, это знак вежливости. У нас, если сравнивать с нашим менталитетом, это не является знаком вежливости. На Западе также принято спрашивать «How are you?», «Как дела?». У нас это тоже не очень принято. То есть если ты спрашиваешь «Как дела?» у человека, я имею в виду у постороннего человека, которого ты не знаешь или знаешь очень мало. Если мы спрашиваем «Как дела?», скорее всего, мы русские, да, то мы, скорее всего, нам действительно это интересно, мы искренне это спрашиваем. На Западе это, как мы говорим, такие дежурные фразы, которые под собой ничего не имеют, не имеют никакого интереса у человека. Это просто так принято. Но на Западе с тем же самым культивируется вот это вот понятие счастья. У нас этого, к сожалению, нету. Нам никто не проговаривает с детства, что человек должен быть счастливым. Где-то там что-то говорится, да, но мне все больше и больше кажется, что все как-то очень так концентрируются на своих проблемах. Я, конечно, понимаю, откуда это все идет. То есть исторически так сложилось, да, что в России очень много было тяжелых перемен, тяжелого времени, там перестройка, да, лихие 90-е все знают, когда люди не могли быть спокойны за свое будущее. Очень резко менялась экономика, рынок, и много было всяких сложностей. Люди все время находились в тревожном состоянии. Но, тем не менее, эти времена прошли, и сейчас мы живем совершенно в другое время, когда, понятно, есть такие тоже изменения, но по сравнению с тем временем сейчас много что есть, много есть возможностей. Но вот это вот в менталитете нашем заложено все время где-то искать какие-то причины, искать их не в себе, а где-то в окружающем мире кто-то виноват, там правительство виновато, какие-то обстоятельства виноваты, но только не сам человек. И я даже много молодежи встречаю, которая жалуется на то, что сложно
Ну, понятно, много сложностей там и с работой есть. Я знаю вот у студентов, когда раньше было, конечно, время другое, когда все-таки ты отучился, и тебя там перенаправляли куда-то, и работу ты уже как бы получал. Легко было, ну, несложно было устроиться. Сейчас время другое, действительно, но, тем не менее, я знаю очень много людей, которые, например, в кризисы очень поднимались высоко, и я сама уходила в кризис, 2 раза уходила в кризис в сложное время, и мне говорили: ты сумасшедшая, куда ты уходишь. И знаете, это все от человека зависит. Нужно просто, я всегда ищу во всем позитив, и для меня это, наоборот, я рассматриваю это как рост для себя. Но у меня нет, например, в сознании жаловаться на жизнь. Я как раз вот культивирую себе вот это вот состояние счастья. Я все время к этому, все время придаю большое значение этому. И в какой-то момент я тоже, в какой-то период своей жизни я тоже не слишком-то много и улыбалась. И в последнее время очень сильно заметила за собой, что чем больше ты расслаблен, свободен, счастлив, то и улыбка это автоматически на лице появляется. Конечно, настолько сильный у нас менталитет, что я не говорю, что нужно постоянно у всех ходить и спрашивать how are you. То есть для нас это очень странно. У нас это вообще как бы, да, лишний... Когда человек смеется просто так, у нас есть такая поговорка хорошая: смех без причины — признак дурачины, да? То есть если человек просто там будет постоянно улыбаться, у нас кажется, что это что-то не очень в порядке у человека. Ну и за этим, конечно, стоит то, что мы считаем, что это не искренне просто. Вот у меня недавно у подруги был случай, с ней хотел познакомиться молодой человек, и она у меня живет, моя подруга живет лучше в Америке 10 лет, и она мне отправила фотографию американца. И вот это вот абсолютно классическое выражение лица, когда вот эта вот улыбка в 32 зуба, а глаза пустые. То есть глаза не выражают никаких эмоций. И меня даже где-то такие фотографии пугают. Потому что если для русского человека глаза — это зеркало души, то в таких фотографиях там никакого зеркала точно нету. Поэтому и в этом мы и связываем то, что вот нет вот этой вот какой-то искренности, это просто как дежурное вот такое вот, ну, дежурные фразы how are you, да, или вот дежурная вот такая вот улыбка, которая на всех фотографиях и у высокопоставленных людей. Эта улыбка должна быть. Если даже сравнивать наших высокопоставленных людей фотографии, то там будет либо совсем вот еле-еле прям вот, знаете, вот так вот, либо и не будет вообще, потому что у нас все-таки это связывается тоже больше с некой серьезностью. Если человек улыбается, значит он несерьезный. Ну и вообще, если у нас человек спрашивает how are you, ну как дела, то это, скорее всего, со стороны, у кого спрашивают, человек получит развернутый ответ. Потому что если ты спрашиваешь, как дела, то это значит, что ты действительно этим интересуешься. Ты не у каждого прохожего спрашиваешь, а у конкретного человека. Ну вот я работала с иностранцами, и вот расскажу 2 случая. Первый случай был с американцем. Чисто технически я там все верно сделала, мне нужно было там смешать компоненты. Я гример по образованию, и работала я в театре. И клеила я на лицо американцу. А здесь нужно еще сказать, что у нас был такой подготовительный момент в 2 недели, репетиции шли, и мы, конечно же, я с ним постоянно контактировала, мы с ним мило беседовали, общались. Я на тот момент прям вот не очень хорошо там знала прям английский, но тем не менее как бы могла общаться, и наше общение складывалось очень мило, как обычно это принято у американцев. Они очень много улыбаются в эти как раз 32 зуба. Вот. И мне казалось, что это все очень искренне. То есть он делал мне даже какие-то комплименты, и, в общем, улыбка не сходила с его лица. Но это была изначально как бы такая постановка, что режиссер предупреждал, что будет довольно некомфортно в этом во всем на сцене работать. И все прекрасно знали об этом.
В общем, прошла премьера, и мне говорят, что на тебя кто-то нажаловался. Когда я пришла, меня вызвали, так сказать, на ковер выяснять, что же произошло, то выяснилось, что вот этот милый дядечка-американец, он на меня пожаловался, что ему было некомфортно на сцене. С этим совсем пребывать, что якобы я виновата. Меня, значит, там как-то надо наказать денежными какими-то урезаниями. Вот. Я, конечно, сказать, что в шоке, ничего не сказать, но для меня это было вот прям вот лицемерие, вот самое настоящее. Ну как же так, я подумала, но он мне столько улыбался, и тут раз вот он пожалуйста. То есть, конечно, когда тебе американец улыбается, это ничего не значит. Но они вообще, в принципе, там привыкли много жаловаться, если им что-то не нравится, они там такие права, такие законы. Ты можешь пойти и все сказать, что тебе не нравится. А второй момент был такой с англичанином. Вообще было моментов очень много, просто я так не буду. Там был, я еще помню, момент, не помню, кто это был по национальности. Ну, это, собственно, не очень-то и важно, кто по национальности, но был момент, когда мне хотели отблагодарить, мне положил молодой человек деньги на стол, а это было в театре это вообще не принято. И я сказала, что я извиняюсь, спасибо, но это не принято. Он тоже пошел на меня нажаловался, ну вот даже вот до такой степени. А еще один был момент с англичанином, он был главным художником, и я работала тогда с коллегами, со своими, вот мы как раз были в такой общей такой цепочке трудовой, то есть несколько там девочек, и вот этот Эндрю, англичанин, он тоже был очень милый, мы в течение 3 недель тоже мило общались, смеялись, он нас звал в какие-то кафе, в общем, все было просто чудеснейшим образом, как, знаете, наш просто такой вот уже друг. И тут мы выясняем, стоим на сцене с режиссером, и нам нужно было придумать, как нам быстренько переодеть артистов у нас было там 15 секунд примерно. И Эндрю предложил, как главный художник, он сказал, что давайте мы позовем там 4 человека нам нужно дополнительно. Мы развели руками и сказали: Эндрю, зачем? Если это может сделать просто один человек, я или там, ну, или моя коллега, просто 2 руками. Ну, знаете, как принято вот на Западе, да, там сантехник — это должен один человек, машину чинит другой, там лампочку вкручивает 3. У нас все делает один человек, причем это я могу быть я. Я могу им и где-то у себя и дома, и сантехнику, и плитку постелить, и плинтус забить. Наша русская смекалка работает. В общем, здесь она тоже сработала. И мы сказали, что нужен один человек, и режиссер говорит: хорошо, давайте попробуем 2 варианта, начнем с когда будет один человек. И, в общем, это сработало, и режиссер сказал: вау, супер, вы молодцы, девочки, что придумали, оставляем этот вариант. Эндрю на нас обиделся, хотя он был уже, знаете, лет 40 ему было, ну, такой довольно взрослый молодой человек, и пошел на нас, нажаловался тоже. Ну, руководству, не кому-то там, просто руководству, чтобы нам там сняли какие-то тоже наши деньги, которые и так вообще в театре не очень-то много и платили. Нашу какую-то зарплату хотели урезать. В общем, вот такие вот случаи, когда я просто столкнулась вживую, воочию, когда вот просто вот тебе улыбаются, а на самом деле вот за спиной вот так просто могут нож в спину вставить. Но, тем не менее, я после всех этих случаев все равно, ну, точнее, сначала я подумала: нет, нужно улыбаться искренне, вот эти вот действительно лицемерные улыбки, лицемерные поступки, поэтому я была, значит, на нашей стороне, и как-то я так особо прям супер не задумалась, что вот мы такие угрюмые ходим, а в последнее время я очень сильно, часто, правда, замечаю это, и мне кажется, что с этим надо что-то делать. Ну, что же мы такие угрюмые? Конечно, погода у нас еще такая сложная, все время вот это вот отсутствие солнца, оно тоже очень влияет чисто психически, ну, психологически, да, на психику.
И поэтому мне кажется, что люди сами должны себе говорить, настраивать себя на эту улыбку. Они сами себе внутренне должны проговаривать, что нужно улыбаться. И улыбка действительно может сделать, ну, хоть чуточку, но человека более счастливым, чем он будет ходить такой вот весь смурной, угрюмый, какой-то недовольный всем, еще там жаловаться. Я вот работала много с такими высокопоставленными людьми, и я заметила по ним, что они очень открытые, они много улыбаются, они позитивные, они очень много шутят, вот открытые ко всему новому. Это так очень, в принципе, ну, это логично, как бы, когда у человека все много чего складывается, да, он становится более свободным, он уже отходит от вот этого состояния, когда ты, ну, несчастье какое-то, или там, не знаю, ты постоянно в каком-то там раздумьях находишься, и вот у тебя на лице вся просто, ну, такое лицо прям все время, вот как я недавно девушку встретила, она шла, и очень симпатичная девушка, но она шла с таким выражением, как будто у нее просто все проблемы мира просто вот навалились на нее, и она не знает, что с этим делать. Поэтому я за улыбки, я за то, чтобы мы много улыбались. Это очень важно для самого человека и окружающих. Пусть это, может быть, кажется, ну, где-то неискренним, но это на самом деле очень важно. Гораздо приятнее встречать улыбчивых людей, чем встречать угрюмых, серых, вот. И надо все-таки с этим что-то делать. Надо много улыбаться. Я вам искренне желаю хорошего настроения. Побольше улыбайтесь. И встретимся в следующем видео. До встречи. Пока.